Друзья, привет, с вами Константин Садиков. Сегодня я нахожусь на квартире, где мы делаем ремонт. И пошли покажу, что у нас здесь вообще происходит. Так, первое, с чего мы начали, естественно, демонтаж. Полностью очистили стены до кирпичей. Снесли те стены, которые нам не нужны по проекту. Сделали штукатурку стен по маякам. Сломали старые перегородки, поставили новые. Полностью заменили перегородки в санузлах и поставили новую стенку сюда. Все сделали из подогребневых плит, то есть выровняли их практически идеально. Они уже, их можно не штукатурить, они уже готовы под шпаклевку. Далее там поклеить обои, все в принципе. Стоит ли сносить старые стены, которые уже там шатаются в трещинах, и делать новые, да, там по ценнику и по надежности я обеими руками за то, чтобы сделать новое. То есть вот, пожалуйста, позагребень, который уже не нужно штукатурить. То есть с двух сторон, да, мы сэкономили на работе, на штукатурке. То есть здесь, грубо говоря, метров 10, может больше, там плюс-минус. Помещение, где уже стяжка практически готова, да, осталось там вытащить маяки и замазать как бы штробу от маяков. Также, друзья, кто самостоятельно затеет делать стяжку на полу, обязательно не забудьте про демпферную ленту, она обязательно. Вот такая вот кромочная лента. А для чего она, да? То есть стяжка в процессе высыхания расширяется, и когда некуда расшириться, то есть нет вот этой деформационной как бы ленты, упирается в стену, трескается, вспучивается, и придется переделывать. В любом случае придется переделать, но уже по технологии. Здесь также готов у нас пол, вторая комната. В прихожей он еще на стадии, и лучше вообще вам не видеть вот этого всего, что здесь происходит. Какая история у нас здесь с окнами? То есть заменили по всей квартире окна. На лоджии у нас плита на полу выходит больше, чем плита на потолке. В связи с этим старые окна стояли просто под уклоном, под сильным. Чтобы новые поставить ровно, мы из газобетона стеночку выложили с армопоясом, то есть так, чтобы наши 180 килограмм новых окон смогли спокойно здесь стоять. По уровню ровненько. Это первый балкон, на втором балконе аналогичная ситуация, также все сделали газобетоном, стенку. Также сместили чутка этот проем, то есть он стоял ближе к середине, не очень удобно, соответственно взяли, там сломали, перенесли сюда. Поработаем, что будем делать? Сейчас мы заканчиваем, сделаем стяжку. Следующий этап – это инженерия. Будем менять в первую очередь стойки отопления. То есть, видите, у нас даже здесь стены не заштукатурены. Поменяем стойки, заштукатурим стенку, повесим радиатор уже на новую отштукатуренную стенку. Сделаем разводку сантехники, трубы все спаяем. Далее электрика. То есть у нас сейчас вообще временно висит везде. Сделаем уже по проекту, все новенькое пустим. Дом относительно старый, там 80 какого-то года постройки, электрика тогда использовалась алюминиевая, сейчас же все на меди. Срок годности у алюминия 15 лет, то есть как минимум там лет 30, как срок годности истек. В принципе, все, наверное, что хотел сказать вам. Подписывайтесь, там лайки, дизлайки не забываем, комментарии пишем. Пока.